В боксе принято говорить о величии так, будто оно всегда побеждает. Будто лучший неизбежно получает славу. Будто талант сам пробивает себе дорогу. Но это красивая ложь. Иногда чемпионские пояса достаются одним, контракты другим, а память истории – третьим. Этот спорт знает десятки бойцов, которые обладали уровнем легенд, и все же остались на обочине великого рассказа. Сегодня мы вспомним людей, которых не смогли сломать соперники, но сумели сломать время, рынок и собственные демоны. Мы поговорим о забытых гениях, о тех, кто стоял рядом с бессмертием, но так и не вошел внутрь. Вы на канале Стира Спорт. Сегодня тень заговорит громче света. Майкл Нанн появился в тот момент, когда боксу нужен был новый безупречный герой. Быстрый, красивый, технически чистый до жестокости. Его движения выглядели так, будто он знал продолжение боя раньше соперника. Легкие ноги, острый джеб, холодная дистанция. Когда Нанн выходил в ринг, казалось, что кому-то удалось соединить талант уличного бойца и дисциплину лаборатории. Его называли новым Шугар Рэем. Сравнение тяжелое. Иногда оно ломает раньше ударов. В 88-м он забрал титул у Фрэнка Тейта. Сделал это спокойно, почти буднично. Так обычно побеждают люди, которые уверены. Это только начало. Средний вес получил чемпиона будущего. Молодого, гладкого, почти идеального. Пока зрители видели талант, индустрия уже считала другое. Продажи, харизму, шум вокруг имени. Именно здесь многие великие впервые понимают страшную вещь. Быть лучшим не всегда достаточно. Проблема Майкла Нанна заключалась не в боксе. На ринге у него были ответы почти на любой вопрос. Проблема была в другом. Он побеждал слишком спокойно, без хаоса, без крови, без дешевого шума. Публика часто говорит, что любит мастерство, но слишком часто платит за насилие. Нанн был хирургом в мире, где требовали палача. Он забирал раунды, ломал планы, тушил агрессию соперников холодным расчетом. И все же вокруг него не возникал культ. Иногда величию мешает не слабость, иногда ему мешает вкус толпы. А потом пришел Джеймс Тони. Боец другого типа. Грубее, тяжелее, опаснее там, где начинается драка. В ту ночь Нанн делал многое правильно. Он вел бой, контролировал темп, забирал раунды. Казалось, еще немного, и очередная защита станет формальностью. Но бокс редко наказывает за ошибки сразу. Иногда он ждет момент, когда ты поверишь в безопасность. 11-й раунд стал ловушкой. Тони поймал дистанцию, поймал ритм, а потом поймал самого чемпиона. Несколько секунд, и будущее, которое казалось неизбежным, рассыпалось на глазах у всех. После таких поражений люди обычно говорят о боксе, о неверной тактике, о пропущенном ударе, о потерянном титуле. Но иногда поражение забирает больше, чем пояс. Оно забирает ощущение собственной неуязвимости. Нанн еще выходил в ринг, побеждал, работал, искал дорогу назад, но вокруг него уже не было прежнего сияния. Позже пришли проблемы вне канатов. Тюрьма. Годы, вычеркнутые из карьеры. Человек, который двигался по рингу почти невесомо, оказался заперт в бетонной неподвижности. Так история потеряла не просто чемпиона. Она потеряла версию будущего, которая так и не состоялась. Пока одни собирали внимание камер, рядом существовал другой тип величия. Тихий, холодный, практически безошибочный. Майк Маккалум не нуждался в шуме, чтобы быть опасным. Ему хватало гонга. Когда начинался бой, становилось ясно: перед тобой человек, который изучил ремесло до последнего винта. Баланс, тайминг, защита, работа корпусом и, самое страшное, терпение. Маккалум не спешил уничтожать соперника. Он позволял ему постепенно понять, что выхода нет. Так рождаются бойцы, которых уважают все, и избегают многие.
В ринге его звали «Похититель тел». И в этом не было театра. Удары Майка Маккалума по корпусу не просто причиняли боль. Они крали дыхание, крали стойкость, крали желание продолжать бой. Многие нокаутеры ломают голову соперника. Он ломал фундамент. После нескольких раундов с ним руки становились тяжелее, ноги медленнее, мысли короче. Именно поэтому техничные бойцы боялись его не меньше рубак. Он превращал мастерство противника в усталость. Самое удивительное в истории Маккалума заключалось в другом. Он пришелся на эпоху больших имен. Время, когда внимание забирали яркие афиши и громкие личности. Но рядом стоял человек, с которым слишком многие не спешили встречаться. Причина была простой. С ним можно было потерять здоровье, репутацию и несколько лет карьеры за один вечер. При этом победа над ним не обещала великой славы. Слишком высокий риск, слишком скромная награда. Так бокс иногда прячет самых опасных мастеров. Не поражениями, а тишиной вокруг их имени. И все же тишина не смогла отменить уровень. Маккалум становился чемпионом в разных весах, переходил выше и снова оставался элитой. То, что для многих было потолком, для него становилось новой рабочей сменой. Он не зависел от молодости, не зависел от шума вокруг фамилии. Его капиталом было ремесло, а ремесло стареет медленнее скорости и силы, поэтому даже годы не могли быстро забрать его из большой игры. Маккалум остался редким типом бойца, тем, кого ценят специалисты и недооценивает толпа. История бокса любит тех, кого легко продать. Ярких, громких, удобных для афиши. Маккалум был другим, слишком серьезным для шоу, слишком опасным для расчета. Он не просил признания. Он просто делал свою работу лучше большинства современников. Иногда этого хватает для пояса, но этого не всегда хватает для бессмертия. Поэтому имя Майка Маккалума редко звучит первым, когда вспоминают великих. И именно это делает его идеальным героем нашей истории. Пока одни становились легендами на главных рынках мира, далеко от этих витрин рос другой чемпион. Азума Нельсон. Гана. Бедность. Жизнь, в которой характер приходится закалять раньше тела. Для многих бокс был дорогой к славе. Для него дорогой наружу. Нельсон не пришел в спорт как избранный талант с готовой системой вокруг. Он пришел как человек, которому нечего было ждать от мира. Именно такие бойцы чаще всего становятся самыми неудобными. Они не защищают комфорт, они защищают шанс. В ринге его прозвали профессором. Не за холодность, за понимание боя. Нельсон умел читать ошибки соперника раньше, чем тот осознавал их сам. Он не тратил лишних движений, не суетился, не воевал с воздухом. Каждый шаг имел смысл, каждый удар был вложением. Но за этой точностью скрывалась жесткость. Когда дистанция сокращалась, Нельсон превращался из шахматиста в бойца ближнего боя. Там он ломал планы, ритм и уверенность соперника. Мир впервые по-настоящему заметил Азуму Нельсона в бою против Сальвадора Санчеса. Нельсон получил шанс поздно и вышел почти без подготовки. Напротив стоял действующий чемпион, один из лучших бойцов своего времени. Для многих это был проходной вечер. Для Нельсона – момент, который нельзя было упустить. Он пошел вперед без почтения к статусу соперника. Навязал тяжелый темп, заставил чемпиона работать до предела. Санчес остановил его только в 15-м раунде. И даже в этом поражении Нельсон получил больше, чем многие получают в победах. Он получил признание мира. Стало ясно одно – это имя вернется. И вернется уже за титулом. Позже он действительно вернулся. Уже не как темная лошадка и не как смелый аутсайдер на один вечер, а как сила, которую больше нельзя игнорировать. Нельсон стал чемпионом мира в 2 весовых категориях. Он собирал титулы не шумом, а работой, раунд за раундом, бой за боем, год за годом. Его величие не строилось на громких лозунгах,
Оно строилось на дисциплине, характере и умении выигрывать там, где другим становилось слишком тяжело. Некоторых бойцов помнят за вспышку. Нельсона должны помнить за долговечность силы. Есть бойцы, которых боятся. Есть бойцы, которых уважают. А есть редкий тип – тех, кем восхищаются профессионалы. Дональд Карри относился именно к таким. Когда он был в порядке, его бокс казался слишком чистым для реальности. Стойка без суеты, тайминг без спешки, комбинации без лишнего движения. Он не выглядел человеком, который дерется. Он выглядел человеком, который уже знает исход. Для многих в полусреднем весе Карри был следующим большим королем. И на какое-то время казалось, что это неизбежно. Дональд Карри побеждал так, будто экономил силы не на бой, а на годы вперед. Без лишней ярости, без показного шума, без желания понравиться толпе. Он разбирал соперников спокойно и последовательно. Сначала забирал пространство, потом уверенность, потом сам бой. Так работают мастера, которые доверяют ремеслу больше эмоций. К середине 80-х многие считали, впереди долгая эпоха Дональда Карри. Чемпион, вокруг которого можно строить дивизион. Но некоторые пожары начинаются там, где их никто не видит. Тревожный сигнал пришел не после поражения. Страшнее было другое. Карри начал терять ту легкость, которая делала его особенным. Сгонка веса становилась тяжелее. Подготовка забирала больше, чем раньше. Иногда чемпион проигрывает еще до выхода в ринг. Не сопернику, режиму, износу. Когда Дональд Карри встретился с Ллойдом Ханиганом, публика ждала очередной защиты. Вместо этого она увидела, как рушатся чужие ожидания. Той ночью сломался не только прогноз, исчезла аура непобедимости. После этого Карри еще выходил в ринг. Пытался вернуть прежний порядок вещей. Титулы можно потерять и вернуть, форму тоже. Но внутреннюю уверенность вернуть сложнее всего. Та самоуверенная тишина, с которой он раньше работал, стала исчезать. Великие бойцы нередко проигрывают не сопернику, а времени. Карри проиграл еще и собственному износу. Он не рухнул мгновенно. Он медленно гас. И в этом есть особая трагедия. Некоторые карьеры заканчиваются ударом. Его карьера закончилась огнем, который просто перестал гореть. У каждого времени есть свои забытые лица. Нан, Маккалум, Нельсон, Карри. 4 разные дороги, 4 разные судьбы, но один общий приговор. История бокса помнит не всех, кто этого заслуживал. Одних остановили ошибки, других — рынок, третьих — время, четвертых — собственные демоны. Но ринг запоминает честнее, чем афиши. Он знает, кто был по-настоящему великим. Иногда талант получает пояса, иногда славу. Но память достается не каждому. Она выбирает шумных чаще, чем лучших. Поэтому такие истории приходится возвращать вручную, чтобы напомнить простую вещь. Великий боец — это не всегда тот, чье имя знают все. Иногда это тот, о ком слишком долго молчали. Если кто-то из этих бойцов впечатлил вас сильнее остальных, напишите об этом в комментариях. Нам важно каждое мнение. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые главы истории, которую пишут кулаками. С вами был Стира Спорт. До встречи в ринге.